Haribol. So, devotees. Итак, внимание, говорит и показывает Йоханнесбург, дорогие преданные. Мы приступаем к 9-му занятию по Брихад Бхагаватамрите, написанной Шривой Санатаной Госвами. Chapter 2. And Gopakama has just gone. Мы изучаем вторую главу. To Brahmaloka, or is just gone, or is just about to go. Let's see. So let's catch up with. Вот отправится на Брахмалоку. Let's catch up with Narada Muni and see how he's doing. Trying to find that person who is the в результате которой он оказался на Индралоке в поисках личности, которая является носителем особой милости Господа Кришны. Вчера вечером мы остановились на 29 стихе. Сегодня вечером мы продолжаем чтение с 30 стиха, но вначале позвольте вознести молитвы. Вознесем же молитвы. Shmati Bhaktivedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharna Nirvishesha Shunyavadi Pastyuchadesh Tarna Sri Krishna Chaitanya Pramanityananda Sri Advaita Gadadha Shivas Adi Gaura Bhaktivrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vanchakapatarubhyascha kripa sindhubhyevacha Paditanam pavanebhyo Vaishnavebhyo namo namaha Srila Prabhupada ki jai Shri Brihad Bhagavatamriта ki jai Srila Sanatan Goswami ki jai Go Premanande. All right. Oh, Krishna. Let us, right. So let us have a look here now. We finished last night with verse 29. Повествование. Мы остановились с вами на 29 стихе вчера вечером. И в предшествующих стихах he's about to tell Narada Muni that actually the person you're looking for разбивал в пух и прах все доводы Нарада Муни. И в предстоящих стихах Господь Индра утверждает, что Брахма является носителем величайшей милости Господа Кришны, твой собственный Отец. Дорогой Нарада Муни не является носителем особой милости Господа Кришны. В стихах с 30 по 36 Индра объясняет, почему он так считает, почему Господь Брахма, по его разумению, обрел особую супермилость. Прочтем сами стихи. Господь Индра говорит: «Но знай же, о лучший сыновей Брахмы, что твой отец и есть тот, кому воистину благоволит Господь Хари. Он сын Господа Вишну, мужа Лакшми». Конечно, это правда.
Он является Lord Brahma was born from the сыном lotus flower coming Господа from the navel Вишну. of Господь Navadaksha Vishnu. Брахма появился So he's на directly лотосе, the son of спустившегося Lord из Vishnu, пупка but not of Lakshmi. Господа Вишну. Да, он является Not of сыном Господа Lakshmi, Вишну, because но he's не just born является directly from Lord Vishnu сыном himself. Лакшми, так как он родился непосредственно от Господа Вишну. Right. So there's a short purport here, Короткий комментарий имеется, в котором which makes the point доносится мысль that о том, Narada is not the most senior что son Нарада не of Lord является Brahma. самым He's definitely one старшим of the сыном sons, Господа but he's Брахмы. not the У most Господа Брахмы senior несколько son. сыновей. У него есть и другие. There are others Нарада who are Муни more не senior, like является the самым four старшим Kamas are среди них. senior, Есть and те, there are кто others. But являются старшими братьями по отношению к Нараде, такие but как Narada is четверо superior Кумар on the во главе basis of с his Санакой. deeper devotion. Но He Нарада Муни possesses more bhakti превосходит for the всех по Lord причине than any of the наличия others, actually, большей преданности basically. Господу. По сути, он Yes, four превосходит Kamas more than them большинство. Да, also. однозначно больше And предан, чем четверо Кумар. yes, so Narada's special amongst the Нарада sons, особый сын but Господа Брахмы среди прочих. the father is more special than the son. Но отец The Lord Brahma еще is more более special than Narada. особая личность, So text чем сын 31. Господь Брахма Now является еще Indra более is особой личностью, explaining чем Нарада Муни. different Текст 31. reasons За why один he feels день Lord Брамы Brahma приходят has и got уходят more mercy, 14 индр, is the recipient подобных of more мне, mercy. сменяясь вместе с And разными группами they're good ману reason. и всех Some полубогов. of them are very good, Его actually. день равен 1000 But циклов земных. you Нет, know, это I еще think один you know довод by в now пользу what's going to happen. того That факта, что Narada Господь Muni Брахма is going to является go and present величайшим these same носителем особой reasons. милости But Господа. И Lord дальше вы Brahma уже понимаете, is как going to будет say, развиваться сценарий. Нарада Муни no, будет прославлять Господа and Брахму, но defeat Господь Брахма будет each one, отрицать refute все его each доводы, one. заявляя You «нет, say нет, that нет», I got more mercy because of this. разбивая But все actually, его that doesn't mean доводы I have more один mercy. за другим. So it's an interesting point И любой довод, который будет that приводить Нарада many of Муни, these things, they can be указывающий на taken as конкретную mercy. причину, по которой Господь Брахма является But if you look at them носителем from особой another милости point of Господа, view, будет then опровержен they can be Господой taken Брахмой, to not be mercy. We already в experienced доказательство чего that in он quite будет some приводить detail свои with Lord Indra доводы и in также relation указывать на to то, что Lord Vamana, сии Upendra, факты his не younger brother. являются доказательством того, что он является носителем особой милости. Narada Muni Напротив, had said является некой that ношей, because бременем the для Lord него, is но your не younger проявлением brother, милости. then you got the special mercy in Как this в way and that случае way с in Господом different Индрой ways. говорилось о том, что по причине But того, then we что saw младшим last братом night является how Верховный Lord Indra was Господь, just saying, no. That Индра doesn't mean является I got носителем особой special милости mercy. Господа с той или And иной точки in many зрения. Но cases, также he мы с вами says вчера that actually изучили it wasn't подобным mercy at all. It образом, was bad как for Господь me. Индра It was detrimental. объяснил So детально, there's a question of что it being подобные mercy. представления иллюзорны, и, напротив, So the вместо same sort of thing невидимости is going to happen here подобное too. явление является All для right, so него text 31. разрушительным In one бременем. day of Brahma,
Текст 31. За один день Брамы приходит и уходит 14 Индр, подобных мне, сменяясь вместе с разными группами ману и всех полубогов. Этот его день равен 1000 циклов земных эпох. So just see. He lives how long? Just some fantastic length of time. Какого продолжительного временного отрезка проживает Господь Брахма, что в течение одного дня, лишь только одного дня Господа Брамы приходит и уходит 14 Индр, которые оставляют свои тела. Господь Брахма, очевидно, занимает более выгодное положение по сравнению с Господом Индрой, поэтому Господь Индра говорит, что это является доказательством того, что Господь Брахма обрел большую и особую милость Господа. Согласно священным писаниям, ночь Брамы длится столько же. 360 таких дней и ночей составляют один его год, а жизнь его длится 100 лет. Комментарий. There are 14 different Indras, sages, demigods, Manus, sons of Manu. За каждый день Брахма 14 раз приходят и уходят разные индры, мудрецы, полубоги, Ману, сыновья Ману и особые воплощения Верховного Господа. Справедливо было бы сказать, что 14 комплектованных составов приходят и полноценно правят. 14 индр, 14 комплектов мудрецов, полубогов, Ману, сыновей Ману и 14 особых воплощений Верховного Господа. Все они приходят и уходят один за другим за каждый день Брамы. Это еще только светлое время суток у Господа Брамы. Впереди еще темное время суток. Да, в соответствии с временным отрезком в течение дня мы знаем, что есть и ночь. Поэтому Брахма и Шива, все другие полубоги и величайшие личности приходят и уходят за один лишь только день Брамы. 14 поколений сменяются. Господь Вишну продолжает свое. Существование и Господь Шива тоже, пока Господь Брахма не умирает. Текст 33. Он создатель планет и их правителей, которых он же и назначает. Он главный защитник мира, распределяющий плоды кармы. А с начала своей ночи он разрушает этот мир. Во время правления каждого из Ману Господь Хари приходит в 6 проявлениях. Индра, главные полубоги, правящий Ману, сыновья Ману, великие мудрецы и частичное воплощение Верховной Личности Бога. Нашего Индру зовут Пурандара. Слышал обо всем этом. Однако жизнь его слишком коротка, чтобы убедиться в этом непосредственно. Слишком коротка. 61 цикл проживает Господь Индра, каждый из которых состоит из 4 юг. Поэтому жизнь его скоротечна.
И нет Verse времени 33. убедиться This is Indra, of course, непосредственно. continuing. He Текст is the creator 33. of the Индра planets продолжает. and the rulers he Он assigns them. создатель планет и их He is the правителей, world's которых chief он же и protector, назначает. the Он главный dispenser of the защитник fruits мира, of karma, распределяющий and плоды at the кармы. onset of his А с night, началом своей ночи the destroyer он of the world. разрушает этот So мир. these are different things, special things that Lord Brahma does. He creates the planets. Господь Брахма He занимается creates различными the видами rulers of деятельности. the Он planets. создает He is the планеты, chief а также protector правителей of the этих world. планет. Он также He is the является главным chief защитником person мира. in terms of Он the whole является process of главой monitoring the karma and seeing the process of karma works properly. And then руководящий at night, when he takes rest, the процессом whole world, at распределения least a lot of the world, is плодов destroyed. кармы. И также To с have that началом своей powerful a ночи он position, разрушает that мир, special mercy from the Lord, чтобы which is true. кому-то вы получили занимать But такое anyway, положение we весьма will и see весьма. later what Brahma has to say about that. So here's a very наделенное interesting one. весьма и This is весьма verse 34. особой властью. Это действительно The является доказательством Mahapurusha, того факта, что the эта личность thousand-headed обрела form особую of the милость Lord, Господа. Мы is увидим always directly visible дальнейшие on доводы, Brahma's planet, свидетельствующие об этом. personally accepting the Далее, текст countless 34. oblations offered him, На планете Брамы and всегда thus доступен взорам always giving Махапуруша, delight тысячеглавая to форма his Господа. devotees. Он лично принимает So, бесчисленные жертвенные дары, devotees. которые ему подносят, тем There's a самым long всегда purport доставляя here. радость своим It's a преданным. really, it's Преданные just about the biggest комментарий, purport so far in the book, I would пожалуй, say. Anyway, самый it's one of them at продолжительный least. из всех комментариев, которые мы Anyway, let's go through it встречались step by step. It's a nice до book. этого момента, возможно, даже один из So at the самых обширных beginning of комментариев each day всего of произведения. Brahma, Разберем подробнее весь every комментарий day during шаг his за whole шагом. life, В начале каждого Brahma дня appoints своей жизни qualified candidates Господь to Брахма service Indra, назначает the great на sages, the посты Prajapatis, and other Индры, demigods. мудрецов, Праджапати и And he других protects the полубогов, universe достойных by кандидатов. establishing the system Кроме of того, Vedic он sacrifice, хранит Вселенную от the хаоса, social создав laws ведическое for жертвоприношение the different и законы categories of для humans отдельных according to классов Varnashrama. человеческого общества So в he not соответствии с only creates Варнашрами. it, but he Таким maintains it образом, also. Брахма не только творит, но и поддерживает Вселенную, by protecting it in this way. защищая And Indra says that he also, Вселенную Brahma таким also образом. destroys the world, not exactly Также Индра directly, but говорит, in что the Брахма sense that when he разрушает goes ее, to sleep поскольку at the когда beginning of ночью his Брахма night, засыпает, then he gives up his перерыв в его медитации control частично of all the разрушает functions космос, of the universe. когда Because now he's going to sleep, and when you go to sleep, Брахма you can be засыпает, king of the world, необходимо, чтобы все but функционировало. you can't do a thing Даже when you're asleep. если ты являешься царем среди So, царей, когда ты when he goes засыпаешь, to ты не sleep, можешь all the ничего different поделать. things which he is Когда Брахма overseeing and засыпает, seeing that все happen, функции, за которыми он they stop следит happening. в And бодрствующем so there's состоянии, distraction. за исполнением которых So let's see. следит в So бодрствующем living with him on состоянии, his теперь planet не действует is во время the его сна. Mahapurusha, the thousand-headed first incarnation. Who is this? Who is being talked about? Who is the О ком Mahapurusha? говорится, о It is каком Mahavishnu. Махапуруше идет речь. Это Махавишну. Yes. And then from Mahavishnu comes Garbhadakshay Vishnu. После Махавишну So следует there's a whole lot Гarbhadakshaya. of verses from the Bhagavatam quoted
Несколько about the стихов process of цитируется the manifestation of далее, these описывающий forms of the Purusha процесс avatars. проявления Пуруша Then Аватар. it goes on to talk about how Brahma appears Далее from the lotus flower, говорится о which том, has come как from the Господь Брахма navel of исходит, Garbhodakshaya Vishnu as he's является lying на down there лотосе, on the который исходит Garbhodak из ocean пупка at the bottom Гарбхадакашая Вишну, of возлежащего the на universe. водах причинного океана. So yes, so that's there. Brahma comes from him. На дне Вселенной. Брахма. Let's read a couple of these Bhagavatam verses. Brahma saw that the lotus on which he was situated was spread throughout the universe, and he contemplated how to create all the planets, which were previously merged in that very same lotus. Thus engaged in the service of the Supreme Personality of Godhead, Lord Brahma entered into the whirl of the lotus, and as it spread all over the universe, he divided it into 3 divisions of worlds, and later into 14 divisions. So those verses we just read right now, they're Srimad Bhagavatam, 3rd canto, chapter 10, verses 7 and 8. Right, so then Brahma, he went into meditation. Затем And Брахма in meditation, he saw the 1,000-headed погружается в медитацию. Mahapurusha. In other words, it's Mahavishnu. В начале каждого дня своей жизни Господь Брахма назначает на пост Индры, мудрецов, Праджапати и других It's полубогов. Garbhodakshaya Vishnu, because then he expanded. Yeah. So Garbhodakshaya Vishnu is being spoken about here. He is a form of the Mahapurusha. The original form is Mahavishnu. But now within each universe, the Mahapurusha is Garbhodakshaya Vishnu. And so Lord Brahma offered prayers to the Lord and then said to him, "My dear Lord, may you come and live on my planet in this very form." Therefore, a form of Garbhodakshaya Vishnu, the Mahapurusha, who's a form of the Mahapurusha, came and lived and lives on Brahmaloka with Lord Brahma. So he is the glorious Supreme Personality of Godhead. Yes. Я глубоко склоняюсь перед повелителем этой вселенной. В конце каждого дня его жизни Вселенную под влиянием времени окутывает непроглядная тьма. Затем, когда наступает следующий день, этот светозарый повелитель сиянием, который исходит от его тела, проявляет, поддерживает и разрушает весь материальный мир. Он делает это, используя материальную энергию, состоящую из 3 гун. Господь Брахма, прибежище гун природы, саттва-гуны, раджа-гуны и тама-гуны. Вместе с Брахмой на его планете живет Верховный Господь, чье имя Махапуруша. Это первое воплощение Господа, тысячеглавый Махавишну, из которого исходит следующая экспансия Гарбходакашая Вишну. Обе эти формы Господа описаны в первой и второй песне Шримад Бхагаватам. Первым воплощением Верховного Господа в материальном мире является Махапуруша. В начале сотворения материального мира Господь распространил себя сначала во вселенскую форму воплощения Пуруши и проявил все элементы материального творения. Таким образом, в первую очередь были созданы 16 начал материальной деятельности. Это было сделано с целью сотворения материальной вселенной. Экспансии Пуруши возлежат на водах Вселенной, и из озера его, Упа, вырастает стебель лотоса, а из цветка лотоса на вершине этого стебля появляется Брахма, господин всех конструкторов во Вселенной.
Считается, что все планетные системы во Вселенной располагаются на огромном теле Пуруши. Однако он не имеет ничего общего с сотворенными материальными элементами. Его тело вечно пребывает исключительно в духовном бытии. Своими совершенными глазами преданные созерцают трансцендентную форму Пуруши, имеющего тысячи необыкновенных ног, бедер, рук и лик. У этого тела тысячи голов, ушей, глаз и носов. Оно украшено тысячами шлемов, гирлянд и сверкающих серий. Это форма, источник и неуничтожимое семя многообразных воплощений Господа во Вселенной. Из частей и частиц этой формы создаются различные живые существа, полубоги, люди и другие. Господь Махапуруша – основание материальной природы, поэтому его называют исходным источником основных причин творения, 5 грубых элементов и 11 чувств. Он разворачивает свою лилу сотворения мира, лежа на океане, который заполняет нижнюю половину Вселенной. Из его пупка вырастает стебель лотоса, из которого проявляются все формы и сочетания материального бытия. А на вершине этого стебля распускается цветок, из которого рождается Брахма, главный конструктор творения. В стебле лотоса, из которого он родился, Брахма обнаружил подробный план творения. Увидев, что лотос, на котором он восседал, занимает все пространство Вселенной, Брахма стал размышлять над тем, как сотворить планеты, которые до этого уже были помещены в лотос. Поглощенный служением Верховной Личности Бога, Господь Брахма вошел внутрь лотоса, который раскинулся на всю Вселенную и разделил его сначала на 3 мира, а затем на 14 уровней. В медитации Брахма увидел тысячеглавого Махапурушу, которого поначалу не видел, восседая на своем троне лотосе. Он вознес этому Господу молитву и высказал ему одну особенную просьбу. «Дорогой Господь, приди и останься на моей планете в этом облике». Так, первый Господь творения стал постоянным гостем Брахмы. So therefore, it's said here, that the Mahapurusha is always on the planet of Brahma. He's always there. Поэтому говорится, что Махапуруша, Господь Махапуруша, всегда пребывает на планете Господа Брахмы. Хоть он не всегда находится там физически, говорится, что он всегда присутствует там. Потому что несколько раз такое случается, когда он приходит по измерению временных отрезков на Брахма Локи. Это является настолько незначительно, что не принимается во внимание как отсутствие принципа. Текст 35. Я могу перечислить тысячи причин, почему Брахма – истинный объект милости Кришны. Да и о чем тут еще говорить? Он же сам Кришна. У нас же вот это... Конечно же, утверждение серии Ачинтья Бхеда Бхеда Татва. Безусловно, есть единство, но и однозначно есть отличие. Let's see now. Okay, and then verse 36. Yeah. Текст 36. You know this. This is Indra again speaking to Narada. Индра обращается к Нараде. Ты знаешь об этом, ибо так сказано в Шрути и Смрити. It's in the scriptures. В Писании. And Indra knows that Narada knows the scriptures. Нарада
является следующей личностью Писания. Той самой личностью, которая изучила Писание от корки до корки. И Шрути, и Смрити. Господин, тебе должно быть ведомо, тебе должно быть ведомо и другие стороны величия Брамы, и величия тех, кто живет на его планете, Брама-Локи. So there's a purport. In which there's some statements from the Bhagavatam about the oneness. В комментарии приводятся стихи из Шримад Бхагаватам, в которых говорится о том, что Господь Брахма — полномоченное воплощение Вишну. Прочтем два стиха. Шримад Бхагаватам 4.7, 54, 7, 51. Lord Vishnu said, Brahma, Господь Вишну сказал: Брахма, Господь Шива и я — высшая причина существования материального мироздания. Я сверхдуша, самодостаточный свидетель, но в конечном счете и Брахма, Господь Шива и я едины и в своем безличном аспекте. О, Дакша, я изначальная личность Бога, но создавая, поддерживая и разрушая космическое мироздание, я действую посредством своей материальной энергии. В зависимости от того, какой вид деятельности выполняют мои посредники, их называют по-разному. Yeah, so that's, oneness. В этом они едины. Actually, it's just a couple of verses later in the Bhagavatam, 4.7.54. One who does not consider Brahma, Vishnu, Shiva, тот, кто не считает Брахму, Вишну, Шиву и остальные живые существа независимыми от Всевышнего, и кто познал Браман, воистину обретает покой, недоступный никому другому. Well, this verse is saying that we should not consider Brahma, Vishnu, and Shiva to be separate from the Lord. There's no separation, there's oneness. Данный стих утверждает, что нам не следует считать Брахму, Вишну и Шиву отличными друг от друга, но также это утверждение справедливо относительно других живых существ, таких, как мы с вами. Oneness between us and the Supreme Lord also in certain в чем-то и мы с вами единым с Верховной Личностью Господа. Это также утверждение Сирия Чинтия. We go on to the second major section, you could say, of the second chapter. And this goes from verse 37, which we're going to go into in a moment. From verse 37 to verse 78. Стихи с 37 по 78. The name of the section, the title we've given it is раздел называется «Является ли Господь Брахма величайшим носителем милости Господа?» That is the question, isn't it? So it's divided into a number of subsections. Let's see. Несколько подразделов. It looks like there's three. There's three. There's four. There's three. Wow, what's going on? Actually, the section goes beyond 78, it looks like. It goes to 91. Oh, well, it's the rest of the chapter. Really speaking, and it's all about Lord Brahma. Честно говоря, всю оставшуюся часть главы можно отнести ко второму разделу. Lord Brahma is Lord Brahma the greatest recipient of the Lord's mercy. Так как во всех
последующих стихах говорится. First subsection Именно о Господе Брахме дается ответ на вопрос, является ли Господь Брахма величайшим носителем милости Господа. Первый подраздел стихи с 37 по 43. Нарада Муни прибыл на Брахма-локу и обнаружил, что все поклоняются Маха-Пурушу, особой форме Пуруша-аватар. Вы знаете, да, Пуруша-аватар, Маха-Вишну, Гарбхадакашая-Вишну, Кшивадакашая-Вишну. Да, Маха-Вишну называют Каранадакашая-Вишну. Они являются Пурушами. А эта форма Господа, которой поклоняются все на Брахма-локе, именуется Маха-Пуруша, является особой формой среди Пуруша-аватар. Прочтем стихи с 37 по 43. Шри Парикшит сказал, услышав от Индры эти слова, праведный Нарада ответил: «Золотые слова, господин, золотые слова», и поспешил на планету Брахмы. Нарада Муни так вдохновлен, что восклицает восторженно: сначала, еще на расстоянии, Нарада услышал громкий шум от множества великих жертвоприношений, которые проводятся там постоянно. Эти жертвоприношения совершаются с огромной преданностью мудрецы Брахма-локи. Комментарий. Ведические жертвоприношения бывают простые и сложные в зависимости от возможностей и целей того, кто их проводит. В зависимости от ресурсов, которые доступны тем, кто проводит жертвоприношения в соответствии с их желаниями и амбициями, также целями и задачами, которые они перед собой ставят. Совершая эти жертвоприношения, обитатели Брахма-локи более чем всякие другие браманы во Вселенной желают и могут проводить самые долгие и сложные жертвоприношения. And this is what Narada Muni walked into. Таким образом, согласно первому впечатлению Нарада от Брахма-локи, от шума множества жертвоприношений, место это было весьма оживлено. But still, when he goes in, it's really, he's sort of taken aback a bit by what's described here as the huge sound of many great sacrifices performed unceasingly and with great devotion. Yes, so they're able to do the longest, most complex sacrifices, these Brahmins on Brahmaloka. And the purport says that therefore, for Narada Muni, the whole experience of walking in and there's all these sacrifices and the loud noise of the chanting of the mantras, he thought, this is a very busy place. Because actually there was a great din. In English, we would use the word din, means loud noise, coming from the chanting of the mantras in all the different places all around of all the different sacrifices. So now here is Narada. He's arrived.
Затем он заметил среди мудрецов Верховного Господа в форме Махапуруша. Господь выглядел очень довольным. Его украшал венец из спутанных локонов. Interesting. Matted. Oh, yeah. There's something a little interesting. You know what the Sanskrit word for matted locks is in the verse? Спутанные локоны, как будут на санскрите. You've heard of Jatila. Джата. Слышали про Джатилу, наверное. She has a big jat. У Джатилы есть большой джат, который торчит на голове. Поэтому ее зовут Джатила. Джат очень большой. Махапуруша, который очень счастлив и с радостью принимает плоды жертвоприношений, которые совершаются непрерывно. Как говорится в переводе, его украшал венец из спутанных локонов. Имеется в виду, что у него был джат или несколько джатов. Спутанные локоны, однозначно. Джат, а венец из спутанных локонов, это означает, что поливать на прическу. Господь в форме Махапуруши с 1000 голов, олицетворение жертвоприношения, явился там со своей супругой специально для того, чтобы принять жертвенные дары и порадовать своих преданных. Комментарий. Господь Махапуруша, Создатель жертвоприношений и одновременно с тем Божество, повелевающее ими. В одном из гимнов Ригведы, Пуруша Сукте, рассказывается о том, как на заре творения в этой вселенной было проведено первое жертвоприношение, и Господь Махапуруша из собственного тела выделил необходимые компоненты для него. Hare Krishna. That's advanced level. Продвинутый уровень. Yes. So, in this way, the Lord doesn't simply take offerings, he tries to please the worshippers. Господь не просто принимает плоды жертвоприношения, но также старается порадовать тех, кто совершает жертвоприношение. И также старается распределить плоды жертвоприношения. Ему нравится это делать собственноручно. Чтобы воодушевить Браму, который появился на свет из лотоса, Господь съедал все, что ему предлагали, своими тысячами рук, помещая это в 1000 ртов. Верховный Господь жертвоприношений. Текст 42. Одарив мудрецов, проводивших жертвоприношения желанными благословениями, Господь Махапуруша удалился в свои покои. Богиня Лакшми начала массировать ему стопы, и Господь погрузился в сон. Такова была его лила. Devotees, the people who are doing these sacrifices, in order to encourage them that just see, I'm accepting your offering. Чтобы мудрецов, поклонявшихся Господу, не оставалось сомнений в том, что Он принимает их дары, Господь Махапуруша с удовольствием и безо всяких колебаний съедал их подношения, пока поклонение продолжалось. Когда же оно закончилось, Господь одарил мудрецов благословением, исполняя их желания. Например, желание всегда иметь возможность проводить такие жертвоприношения.
Затем Господь, Махапуруша и богиня удачи удалились в покое, чтобы отдохнуть. В это время жители Брамалоки не могли видеть Господа. The Lord blessed the sages with different types of benedictions, fulfilling their desires, such as, for example, what might they desire? What's mentioned here is the desire that they always be able to perform similar sacrifices. And then Lord Mahapurusha and Lakshmi, the goddess of fortune, they then went to their private quarters to rest. And then he couldn't be seen, the Mahapurusha couldn't be seen by the residents of Brahmaloka. Yes, so then, now, well, let's see. Here's some background information. Let me just read it. According to Sri Shukadev Goswami's account at the beginning of the 10th canto of Srimad Bhagavatam, в соответствии с Шри Шукадевой Госвами, из начала 10-й песни Шримад Бхагаватам, в конце Двапара-юги Господь Брахма и другие полубоги по просьбе олицетворенной земли обратились к Господу Вишну, пребывающему на планете Швета-Двипа, взывая к нему с берега Молочного океана. So, that's with Lord Brahma. Lord Brahma was at the head of the group. So, one might ask, кто-то может спросить, зачем им понадобилось идти на Швета-Двипу, если Господь Вишну всегда присутствует во владении Господа Брамы. So, why did they need to go to the bank of the Milk Ocean and then Brahma do some sort of transmission to the Lord on the island in the Milk Ocean and then get a message back? Because Lord Vishnu is always there on Brahmaloka. Строго говоря, в таком путешествии не было необходимости. Некоторые из дней Брамы, лила, связанные с просьбой о нисхождении Господа в этот мир, проходят именно таким образом. В другие же дни Брамы, такие как описанные в Хари-вамше, Господу Вишну обращаются прямо на Брахма-локе. So explanation. Although this journey was strictly speaking unnecessary, during some days of Brahma, the pastime of appealing for Lord Krishna to descend unfolds in this way. During other days of Brahma, such as the one described in the Sri Harivamsa, Lord Vishnu is approached on Brahmaloka itself, because he's there. That's the whole thing. Mahapurusha is there on Brahmaloka, associating with Lord Brahma. So Sanatana Goswami suggests that Brahma and the others Шрила Санатана Госвами предполагает, что Брахма и другие полубоги отправились на Швета-Двипу, потому что не хотели нарушать уединение Господа Махапуруша в то время, пока он наслаждается сном. Or else, Brahma Или же Господь Брахма сообразил, что если Господь Махапуруша по его просьбе не зайдет на землю, Брахма-лока на это время будет лишена его присутствия. И поэтому для него было бы лучше пойти на берег Молочного океана и попросить стать аватарой того Господа Вишну, который пребывает там. The Mahapurusha, Lord Vishnu in Brahmaloka, would stay there. This is diplomacy, isn't it? Transcendental politics. Дипломатия, In any case, трансцендентная when Sri политика. Krishna descends,
Как бы то ни было, когда Господь Кришна нисходит в этот мир, в нем являются и все его экспансии, в том числе и Господь Махапуруша, и Господь Шветадвити. Поэтому нет особой разницы, через какую именно форму Вишну, Господь Кришна, нисходит на землю. Кришна и только Он, первоисточник всех аватар. Okay, so now, verse 43. At the Lord's request, Brahma then По instructed просьбе his Господа sons Брахма велел to сыновьям continue the продолжать sacrifices жертвоприношения, while he а went to сам his пошел own в свои royal court царские to deliberate on the management палаты, of the чтобы universe. обдумать вопросы управления Вселенной. So the explanation here, Там как just a раз short самое место explanation, обдумывать is that вопросы. just before В палатах. Lord Mahapurusha Комментарий. Буквально перед тем, как удалиться в покое на with his отдых, wife Lakshmi, Господь he Махапуруша advised посоветовал Brahma Брахме that you turn over, передать you совершение hand over these жертвоприношений сыновьям, sacrifices to your son. то, что сыновья Брахмы были And признаны авторитетными this специалистами в confirms проведении ведических the Supreme жертвоприношений, Lord's instructions recorded in the подтверждает вечное Vedas. наставление The Верховной Vedas Личности, describe that Brahma is the записанные в first Ведах. В Vedic Ведах priest, говорится, что and Брахма then был he is первым followed by ведическим his son, священником. За ним следуют его who teach the сыновья, methods которые of затем sacrifice обучают afterwards искусству to the жертвоприношений people of the людей universe. по всей Вселенной. Let's see. So now, you know what's going to happen, don't you? Вы же Narada is знаете, just да, going to go что будет to дальше. Lord Brahma and just Он сейчас glorify приходит к him Господу like Брахме. mad. You're just wonderful. I'm going to read verses Нарада 44 and собирается 45. прославлять Господа Strictly speaking, Брахму. they're from the next section, subsection. Подраздел But they're второго just раздела, стихи introducing 44 по 53, Narada являются Muni вступлением к greeting основной Brahma части and прославления. glorifying Нарада Brahma. прославляет Господа Брахму. As Brahma sat comfortably on his universal throne, Стоило Брахме удобно устроиться на absorbed in вселенском hearing троне and и погрузиться reciting в the слушание и glories of воспевание his славы Lord, своего Господина, tears flowed из from his 8 его 8 глаз eyes. хлынули слезы. Surrounding Lord Brahma in Господа Брахму attendance окружали with a олицетворение personified вселенского powers of могущества и universal власти. rulership. The powers of ruling Нарада the, подошел which к are needed отцу, for выразил ruling ему the universe. почтение, упав They на were землю, there как in палка, и personal заговорил. form. Wow. So Narada came close, offered respects to his father by falling to the ground like a stick, and then spoke. So just a couple of points here from there's a purport. So the Mahapurusha has gone into some other room or some other part of the palace of Lord Brahma, into a private place, closed the door with his wife. So, but while he was there, while the Supreme Lord was there, the Mahapurusha, Narada couldn't really speak his mind openly about Lord Brahma. Because when the much senior person is present, you shouldn't really glorify a lesser person. Yeah. So it says here, while the Supreme Lord was present, Narada did not speak his mind. Either
Комментарий. В присутствии Верховного Господа Нарада ничего не говорил вслух. Может быть, думал, что слова его будут неуместны, или же не имел возможности ничего сказать, пока Господь не уйдет. Лишь после этого Нарада во весь рост склонился перед Отцом, поскольку в присутствии Верховного Господа, как правило, запрещено кланяться кому-то еще, поскольку Отец Нарада и его духовный учитель в присутствии Господа Вишну Нарада мог просто склонить перед ним голову, а после ухода Господа поклониться всем телом. Внимание Брамы в тот момент было поглощено слушанием рассказов о выдающихся качествах Господа, таких как его необычайная благосклонность к преданным. And Lord Brahma, right now, he was fixed on hearing about the great qualities of Lord Vishnu, such as, for example, his exceptional kindness to his devotees. Hare Krishna. All right, devotees, we will continue on tomorrow evening. На сегодня все, дорогие преданные, продолжим завтра вечером. Спасибо за внимание, будьте с нами.